Всем привет, друзья! Сегодня сделаем с вами ароматные елочные игрушки из пряников. Покажем весь процесс декорирования и поделимся способом, как можно быстро сделать в пряниках аккуратные дырочки при помощи шуруповерта. Для начала нам понадобится пряничное тесто. Его мы уже приготовили, охладили, и оно готово у нас для раскатки. Раскатываем тесто скалкой. Мы воспользуемся нашим помощником, которого приобрели совсем недавно. Это тестораскаточная машинка, которая очень сильно облегчает нам процесс работы, особенно в период крупных праздников. Раскатываем тесто до толщины 6-7 мм. Теперь вырезаем фигурки. Некоторые формочки мы делали на заказ, а что-то осталось с предыдущих праздников. Можете использовать абсолютно любые формочки, которые есть у вас дома. А также можно нарисовать на листе бумаги то, что вам нравится, а затем вырезать ножницами, и у вас получится эскиз готовой формочки, по краю которого можно будет вырезать любую фигурку из теста ножом. Подробное видео с рецептом и процессом приготовления пряничного теста уже есть у нас на канале, ссылку оставим в описании под данным роликом. Стараемся на один противень укладывать тестовые заготовки примерно одного размера, так как если вы будете выпекать большие фигурки вместе с маленькими, одни подгорят, а другие еще не будут готовы. Поэтому лучше выбирать формы примерно одного размера, либо же выпекать разными партиями. Для выпечки пряников любим использовать именно коврики из перфорации, так как благодаря им пряники остаются максимально ровными. Но можно также выпекать и на любых ковриках для выпечки, и на пергаментной бумаге. В пряниках нам нужно будет сделать дырочку, в которую мы будем продевать ленту в дальнейшем. Есть несколько способов создания дырочки. Можно это делать прямо сейчас, еще не в выпеченных тестовых заготовках. Используем коктейльную трубочку пошире, с помощью которой делаем дырочку. Но нам данный способ не нравится, так как при выпечке отверстие чаще всего заплывает, либо же оно получается узким, и затем тяжело в него продевать ленту. Поэтому на данном этапе мы отверстие не делаем, а покажем, как мы выполняем данный процесс чуть позже. Выпекаем в заранее разогретой духовке до температуры 180 градусов. У нас пряники уже выпеклись, и на это ушло 10 минут. Но время выпечки будет отличаться в зависимости от размера фигурок. Если вы используете более мелкие, тогда время будет от 7 минут, а если более крупные, то около 12-13 минут. Сейчас покажем вам, как еще можно проделать отверстие в пряниках. Данным способом можно сделать дырочку только в том случае, если пряник еще горячий. Берем также коктейльную трубочку и проделываем в горячем прянике отверстие. Данный способ мы покажем вам только на одном прянике, так как мы будем использовать для создания дырочек более быстрый и удобный нам способ, о котором расскажем вам чуть позже. А пока берем все остальные горячие пряники и немного прижимаем их лопаткой, для того, чтобы убрать выпуклость и сделать их более плоскими, что облегчит нам работу в дальнейшем с глазурью, за счет того, что пряник будет ровно лежать на поверхности стола и не заваливаться в разные стороны. Оставляем пряники остывать на столе, а за это время подготовим глазурь. У нас на канале также есть рецепт и подробное видео приготовления классической белковой глазури и глазури на сухом белке. Поэтому сейчас мы на этом не останавливаемся. Ссылку оставим в описании под данным видео. У нас глазурь уже готова. Мы откладываем часть для обводки, а в остальную массу добавляем немного воды. И пока мы будем делать обводку, доведем глазурь до нужной консистенции заливки. Делаем контур мы всегда на обратной плоской стороне пряника. Обводим снежинку по контуру, а затем делаем обводку вокруг отверстия. Если вы будете делать отверстие именно таким способом, который мы уже показывали, то обводку нужно сделать вокруг отверстия каждого пряника, иначе заливка будет стекать внутрь. Остальные пряники мы обводить полностью не будем, оставляем в них верхнюю часть не обведенной. Если вы хотите отделить несколько элементов в прянике, то их нужно выделить глазурью отдельно. Глазурь для заливки уже готова. Елочку мы пока по контуру не заливаем. Берем глазурь для обводки и кисточкой размазываем ее в части пряника. Точно так же делаем на других пряниках, в которых в будущем будут такие элементы. После высыхания глазури данный элемент мы будем покрывать серебряным кондурином.
Кондурины мы используем данных производителей. Тот, который слева, имеет оттенок светлое золото, и нам он не очень нравится, так как он более зеленый, а справа оттенок красное золото. И данный оттенок мы очень любим. Также покупали их других производителей, но больше всего нам нравится именно вот этот. В декоре данных пряников мы будем использовать именно серебряные элементы. Отсыпаем часть кондурина в отдельную емкость. У нас есть специальная рюмочка, которую мы используем для данных целей. Добавляем спирт. Если у вас спирта нету, можно добавить обычную водку, но спирт очень быстро улетучивается и покрытие с ним получается более блестящим. Глазурь уже высохла, берем кисточку и промазываем элемент кондурином. После чего начинаем делать обводку. Глазурь для заливки у нас готова, она должна быть вот такой консистенции. Рисунок должен достаточно быстро разравниваться. Заливаем пряники один за одним, пока глазурь еще не высохла, в некоторых местах можно добавить декоративные шарики. После заливки глазурь нужно подсушить. Сушим мы всегда в сушилках для овощей. У нас это сушилки фирмы Ветерок. Работаем с ними уже лет 5, и они отлично помогают нам в работе с пряниками. Закрываем крышкой и оставляем так на минут 30 для подсыхания. Также можно сушить в духовке при температуре не выше 50 градусов на режиме конвекции с приоткрытой дверкой. Также пряники можно оставить и на столе, чтобы глазурь высохла, но в таком случае время подсыхания будет дольше. Но все же мы рекомендуем хоть немного их посушить в духовке, хотя бы минут 15, для того, чтобы образовалась тонкая глянцевая корочка. При сушке на столе пряники получаются более матовыми. На одном из них мы сделаем вот такие элементы. Один из пряников мы заливаем глазурью, и пока она еще не высохла, сверху капаем капельки кондурина. После чего берем иглу или шпажку и соединяем между собой. Получается вот такой рисунок. Укладываем бусинки и оставляем так подсыхать. У нас прошло около 30 минут, пряники в сушилке уже подсохли, сверху образовалась хорошая корочка, но внутри они еще могут быть не до конца высохшие. Сейчас будем добавлять выпуклые элементы. Глазурь должна быть густая, чтобы капельки не расплывались. Если вы начали делать какие-то объемные элементы и видите, что глазурь сильно расплывается, не держит форму, вылейте ее в мисочку и добавьте еще сахарной пудры и хорошенько размешайте. Глазурь станет более густой и не будет растекаться. Теперь мы берем обычный сахар и добавляем в него вот такой пищевой пигмент. Также его называют перламутровый кондурин или пищевой блеск. Он дает нашему сахару волшебный перелив. Посыпаем сверху пряник, лишнее стряхиваем обратно в мисочку. Также и на других пряниках делаем дополнительные элементы. Тут все зависит от вашей фантазии. А можете заранее посмотреть в интернете красивые орнаменты и взять их как за образец. Верхушки мы покрываем также густой глазурью, но уже не посыпаем ее сахаром. Вот таким образом мы сделали два пряника. Откладываем их в сторонку до полного подсыхания. А пока приступаем к декорированию других пряников. Тут из-за спирта немного провалилась глазурь, поэтому в эти места мы сейчас поставим дополнительные объемные элементы, чтобы скрыть провалившуюся глазурь. И также сверху посыпаем сахаром. Делаем хаотичный рисунок, формируя снежинку, и также посыпаем сахаром. Сахар и кондурин придает прянику волшебный блеск. Карамельки сверху обводим сразу густой глазурью, а затем заливаем жидкой, разравнивая неровности иглой или зубочисткой.
Посыпаем сахаром и оставляем в сторонку. Данные пряники мы будем декорировать при помощи трафаретов. Их можно сделать на заказ, либо приобрести в кондитерских магазинах. Прикладываем трафарет к хорошо подсохшей глазури и сверху наносим слой густой глазури. Берем шпатель и аккуратно разравниваем, снимая все лишнее. Здесь нужно работать именно с густой глазурью, так как если взять более жидкую, при поднятии трафарета рисунок начнет расплываться. Все неровности убираем иглой или шпажкой, сверху также посыпаем сахаром. Сейчас кажется, что сахара очень много и он только портит все. Но как только глазурь высохнет полностью, с помощью кисточки весь лишний сахар мы снимем и останется красивый блеск. То же самое делаем с другими пряниками. Контуром наносим глазурь на верхнюю часть. То же самое делаем с другими пряниками. Теперь можно оставить их на столе до полного высыхания на несколько часов, либо также подсушить в сушилке. Как только глазурь полностью высохла, берем жесткую кисть и снимаем весь лишний сахар. Закрашиваем верхушки разведенным контурином. А сейчас мы покажем, как можно сделать быстро аккуратные дырочки. Для этого будем использовать обычный шуруповерт. Для данных целей сверло мы покупаем отдельно и хорошо все дезинфицируем спиртом. Начинаем медленно проделывать дырочку, сильно не давив на пряник. Делаем это на средней скорости. Под низ лучше поставить палец, чтобы избежать отломов или трескания глазури. Затем очищаем все кистью, и вот такая аккуратная дырочка у нас получилась. Для сравнения покажем пряник, в котором мы делали изначально отверстие, и отверстие, сделанное при помощи шуруповерта. То же самое делаем и с другими пряниками. Отверстия шуруповертом лучше всего делать в хорошо подсушенных пряниках, так как если они у вас будут мягкие, будет большой риск того, что пряник при сверлении у вас раскрошится. Выбирайте удобный для себя способ создания отверстия. Мы считаем, что при помощи шуруповерта они получаются наиболее аккуратными. Мы сделали отверстия во всех пряниках, очистили их и теперь будем продевать ленту. Выберите кусок ленты подлиннее, чтобы было удобно работать, и затем приятно украшать елку. Продеваем ленту в каждый пряник, делаем узелок, а сверху завязываем бантик. После чего продеваем его ближе к отверстию. Таким образом проделываем это со всеми пряниками. Наши елочные игрушки уже готовы. Вешать их на елку лучше тогда, когда пряники хорошо подсушенные. После того, как вы снимете их с елки и захотите скушать, они будут суховатыми. А если хотите добиться более мягкой консистенции, можно положить их в закрытый контейнер, создав там влажную среду. Для этого можно положить рядом намоченную салфетку внутрь контейнера, либо же дольки яблок. Если в закрытом контейнере пряники полежат ночь, утром они станут мягкими. Таким способом можно сделать абсолютно любые елочные игрушки.
Вариантов исполнения в интернете огромное множество. Обязательно привлекайте к данному увлекательному процессу деток, они это очень любят. А наше видео подошло к концу. Не забывайте поставить нам лайк и подписаться на наш канал. А также напоминаем вам о нашем инстаграме, где вы можете найти новогодние идеи и много полезной информации. С вами была студия «Кондитерская сестра». До новых встреч в новых роликах!